Дорогие друзья, приветствую вас! В этом прогнозе мы разберем новолуние в Козероге, которое произойдет 18 января. Это одно из самых концентрированных моментов месяца. Оно требует рассудительности и ясности мышления. Любые честные продуманные решения получают поддержку времени. Это новолуние запускает не только внешние процессы, но и внутренний диалог. Вы лучше понимаете, на что опираетесь в жизни и где цепляетесь за привычки, основанные на надежде и желании пустить все на самотек. Сатурн и Нептун в Рыбах усиливают этот эффект. Старые методы теряют смысл, привычки, за которыми скрывается заблуждение, больше не поддерживаются временем и обстоятельствами. В этот период полезно задавать себе прямые вопросы, что поможет вам в будущем, а что сбивает с пути. Решения, принятые с ясной головой и зрелым подходом, закладывают основу для устойчивого роста. Финансы и профессиональные задачи отражают внутреннее состояние. Чем яснее ваши мысли и приоритеты, тем проще упорядочить внешние процессы. Отказ от лишних обязательств, пересмотр долгосрочных планов – все это вблизи новолуния работает как инструмент стабилизации. Давайте разберем, как эту энергию использовать на практике. Прежде всего, это новолуние требует конкретных действий. Спонтанность и быстрые решения создадут только лишние хлопоты. Каждый шаг должен быть продуманным, иначе он упрется в ограничения и потеряет эффективность. Первая ловушка, в которую можно попасть, это желание сделать все сразу. Козерог показывает, устойчивость рождается через фокус. Важен выбор одной цели и внимание к качеству исполнения. Вторая ошибка – импульсивность. Резкие действия без учета ресурсов и реальных возможностей быстро столкнутся с ограничениями. Важно сначала определить свои границы, а потом уже двигаться внутри них. Такая последовательность дает устойчивость и внутреннее спокойствие. Третья ловушка – ожидание мгновенных подтверждений. Новолуние в Козероге закладывает долгую дистанцию. Первые результаты могут не проявляться внешне, но они уже формируют основу для будущих успехов. Практические действия в этот период включают фиксацию ключевых целей на год, пересмотр профессиональных приоритетов, работу с финансами и определение личных границ в отношениях и проектах. Козерог не дает мгновенных подарков, но умеет превращать правильные шаги в устойчивый результат. А сейчас, дорогие друзья, посмотрим, как это новолуние повлияет на знаки зодиака. Овен. Для вас новолуние акцентирует карьеру и профессиональные цели. Это время, когда вы ясно видите, какие проекты приносят рост. Возможно решение о смене должности, увеличении ответственности или перемены формата работы. Финансовые вопросы напрямую связаны с долгосрочными проектами. Важно помнить, действуйте продуманно, избегайте импульсивных решений. Четкий план и дисциплина в работе принесут стабильный результат в ближайшие месяцы. Телец. Для вас новолуние затрагивает развитие, обучение, а также вопросы долгосрочных планов. Сейчас полезно пересмотреть убеждения, планы на будущее и профессиональные навыки. А возможны шаги в сторону повышения квалификации, смены направления деятельности или новых образовательных проектов. Юридические и документальные вопросы также выходят на первый план. Важно фиксировать договоренности и оформлять решения. Данный период требует продуманности, но взамен дает основу для устойчивого роста. Близнецы. Для вас новолуние фокусируется на финансах, общих ресурсах и обязательствах. Появляется возможность навести порядок в кредитах, инвестициях и совместных тратах. Приходит понимание, как управлять ресурсами в данный момент и где не стоит полагаться на других. Любые решения в этот период закладывают финансовую стабильность на длительное время. Главное для вас – это дисциплина в действиях. Избегайте спонтанных трат и необдуманных вложений.
Рак. Для вас новолуние делает акцент на партнерствах и договоренностях. Это касается как личных, так и деловых отношений. Возможны важные разговоры о будущем и перераспределении обязанностей. Для кого-то это укрепление союза, а для кого-то честная переоценка взаимодействий. Все, что определяется сейчас, имеет долгосрочные последствия. Главная задача – осознанность и готовность к ответственности за совместные решения. Лев. Для вас новолуние концентрируется на работе, обязанностях и режиме. Это время пересмотра нагрузки, условий труда и формата сотрудничества. Особенно актуально упорядочить расписание и отказаться от хаотичных задач. Продуманные действия усиливают эффективность и помогают выстроить устойчивую систему работы, которая поддержит ваши цели в долгосрочной перспективе. Дева. Для вас новолуние – это фокус на самореализации и личных проектах. Это время запуска долгосрочных инициатив и распределения энергии между делами. Возможно, вы примете решение работать на себя, перейдете на творческие проекты или развитие навыков. Также активна тема ответственности за результаты, а при наличии детей и за их развитие. Главный принцип – качество действий важнее количества. Дисциплина и последовательность определяют успех в ближайшие месяцы. Весы. Для вас новолуние затрагивает дом, семью и внутреннюю стабильность. Возможно решение о переезде, ремонте, покупке недвижимости или изменении семейных договоренностей. Любые шаги, принятые в этот период, формируют долгосрочную основу. Главное – это осознанный выбор. То, что приносит чувство опоры, будет поддерживать вас в течение всего года. Скорпион. Новолуние концентрируется на коммуникациях, документах и обучении. Это период подписания соглашений, важных разговоров и интеллектуальных проектов. Также актуальны темы транспорта и перемещений, но с практической пользой. Любые действия, направленные на долгосрочные результаты, будут поддержаны энергией новолуния. Главный совет для вас – фильтруйте информацию, ставьте четкие цели и действуйте последовательно. Стрелец. Новолуние делает акцент на финансах и личной ценности. Важно пересмотреть доходы, источники заработка и отношение к ресурсам. Возможно решение о повышении ставок, смене способа заработка или наведении порядка в бюджете. Важно помнить, устойчивость создается через контроль над ресурсами. Любые финансовые шаги, принятые сейчас, формируют стабильность на весь год. Козерог. Для вас новолуние задает точку самоопределения. Сейчас важно понять личные цели, стратегию поведения и подход к ответственности. Возможны изменения в образе, подходе к работе и способах достижения результата. Все решения, что вы примете вблизи этой даты, будут формировать ваш путь в устойчивое будущее. Главное – это честность с собой и зрелость в выборе приоритетов. Водолей. Для вас новолуние активирует сферу завершений и подготовки. Это время закрытия старых процессов, завершения работы с прошлым и отказ от старых методов. Хорошо пересматривать обязательства и планировать следующие шаги. Внешне все может быть спокойно, но именно сейчас формируется основа для будущих действий. Главное – это ясное видение и фокус на долгосрочных целях. Рыбы. Для вас новолуние фокусируется на окружении, коллективе и совместных проектах. Это время пересмотра социальных связей, выхода из устаревших групп и начала работы в новых командах. Также вы подходите к своим мечтам через ответственность и реальные действия. Каждый шаг, сделанный осознанно, закладывает прочную основу для профессионального и личного развития в ближайшие месяцы. Дорогие друзья, главное, о чем говорит новолуние,
не ждать мгновенных подарков и действовать с четким планом и зрелым подходом. Это прекрасный старт для тех, кто берет жизнь в свои руки, выстраивает порядок и превращает решения в долгосрочные результаты. Вы увидите, что удача – это ваши собственные усилия. Друзья, если прогноз вам понравился и принес пользу, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар. Не пропустите гороскопы на 2026 год для всех знаков зодиака, а также и прогнозы на январь. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!